Дорогой, как ты думаешь, вот эти новенькие, которые недавно приехали, они смогут помочь нашему городу? Ты знаешь, дорогая, я уже ни во что не верю. Никто за столько лет не смог достичь вершины какой-либо карьеры, а тут еще девчонки приехали. Думаю, мы обречены. Ну что, ты ходил на разведку? Как там новенькая? Не такая глупая, как в предыдущем отборе. Ты знаешь, в этот раз мне показалось, что это самые сильные новенькие приехали. И там приехала одна, такая рыжая, ты знаешь, мне кажется, она мне даже понравилась. Ну как, ты следишь за новенькими? Есть хоть какая-то надежда, что кто-то из них закроет карьеру? Из всех прибывших только вот рыжая девочка старается. Я когда прохожу мимо ее дома, она постоянно либо занимается спортом, либо читает, либо на работе. Поэтому, если кто и поможет нам, то только она. А мы с вами ждем как раз эту самую новенькую. Это наша Вивиан, и ждем ее с работы. Я хотела вам показать, что в прошлом эпизоде мы ей почти достроили дом. И вот посмотрите, теперь ее дом – это такая же постройка, как и у всех остальных. И не только в этом районе, а такие дома во всем этом городе Глазбот, который по стечению обстоятельств был заражен радиацией, и поэтому все жители закрыты в этом городе сейчас. Никто сюда не приезжает, и они не могут выехать отсюда. И так как люди начали сильно болеть, они уже не смогли ничего нового разрабатывать, придумывать. Поэтому вот какая у них была последняя схема для постройки дома, такой они до сих пор и пользуются. Поэтому-то у них все дома сейчас одинаковые. И смотрите, единственное, нам не хватило денег сделать вот здесь вот внешнюю обивку дома, и вот тут чуть-чуть мы его не достроили. Но зато у Вивиан есть выход на задний двор. Будем считать это запасным выходом. Но в это воскресенье, конечно же, мы все доделаем. И пока мы ждем Вивиан, давайте я вам покажу домик внутри, потому что когда мы его строили, было достаточно темно на улице, и вот так он теперь выглядит. Красиво, да? Красиво. У нас появились обои. Выбрать Вивиан могла только цвет обоев. То есть у всех такие обои, они отличаются только цветом. У нас появился пол. Мы его почти тоже доделали. Так, туалет. Мы завершили полностью эту комнату, поставили дверь, уложили плитку на стену и на пол. И в целом я хочу сказать, что это вот максимальный уровень туалетной комнаты, которую может себе позволить Вивиан. О, смотрите, сколько нам начислили. 666. Так, а Вивиан хочет спать. Подождите, прежде чем ложиться спать, давайте оплатим счета, а то я все время забываю. А где мои счета? А как оплатить счета? Так, показать сведения. Сумма для оплаты 95. А когда я их должна оплатить? Ну ладно, как говорится, будем посмотреть. Итак, Вивиан нужно было срочно поспать, поэтому мы ее сейчас немного подождем, а потом я вам продолжу рассказывать про домик. Так, пора просыпаться. Нам нужно восполнить немножко гигиену. Мы почитаем книжку для досуга. И я хотела вам еще показать, что я закрыла гриль в отдельную комнату, потому что нам по правилам ничего нельзя готовить, кроме рыбы. А рыбы, кстати, мы за 2 недели ни одной не поймали, представляете? Поэтому готовить, получается, Вивиан нечего, но она периодически порывается к нему приготовить что-то другое. Поэтому я его закрыла. Сразу давайте я потушу свечу. Хотела сказать, чтобы экономить электричество, но нет, чтобы экономить свечу. И вы посмотрите, кто идет. Я не могу это пропустить, идут наши усики. Вивиан, давай, ты ничего не будешь делать, давай пойдем пообщаемся с человеком.
Он такой, типа, смотрите, он просто идет по делам, но так медленно, медленно идет мимо нашего дома. Привет! Привет! Так, подожди, а куда это такой отличной походкой направился? Вивиан очень хотела с ним поговорить. В прошлой серии мы с вами остановились на обаянии 89%, поэтому, может быть, если он с нами будет хорошо общаться, мы немножко повысим этот навык. Вивиан у нас очень расстроена, поэтому ей надо, чтобы он ее немножко повеселил, и она тоже будет использовать какие-то веселые действия. Так, что у нас есть? Обсудить интересы. Так, все хорошо, общайтесь, а я посмотрю на обаяние. О, 91, а было 89. Он, кстати, молодец. Видимо, Вивиан ему очень нравится, поэтому и навык быстрее прокачивается. Ну, я так думаю. Так, вот здесь вот Вивиан нравится, конечно, но по правилам мы не можем выбирать любимые предпочтения и должны соглашаться с нелюбимыми. Поэтому вот в этом вопросе мы должны отказаться. О, 92! Вот это усики! Мне нравится его подход. Мне нравится, когда Вивиан нравится кому-то. Так, давайте еще раз повеселим его даже тогда. Кстати, нам для работы еще нужно, сейчас, вот, восторгаться градостроением. Про фруктовый торт ему намекнем, скажем, что ты знаешь, нам приносили соседи фруктовый торт, и он был очень вкусный. Может быть, ты тоже можешь сделать такой торт и принести мне? Было так вкусно, я ничего вкуснее не ела. Так, еще пошутим и душевно поговорим с ним. Если сейчас нам не поможет это прокачать навык до 100%, то я подключу флирт. Так, и нам нужно все это сделать до 11 вечера, потому что в 23:00 начинается комендантский час, и мы должны вернуться на свой участок. Итак, у нас последние попыточки. Добавлю флирта в конце, если успеем, конечно. Все еще 97. Нет, выше никак, нет. 44 минуты уже. Мы во сколько пойдем домой? Наверное, без 5, да? 98. Ну, пожалуйста. Все, 53 минуты. Я думаю, нам пора заканчивать. Давайте я ее отправлю домой, чтобы нас тут не поймала полиция, да, что мы вот гуляем в неположенное время. Так, а что у нас по потребностям? Кушать, спать и досуг? Играть не хочешь, да? А почитать? Вот, давай, почитай. Я не знаю, кормить ее или нет перед сном. Возможно, она у меня перекусит сейчас одним луком и пойдет спать. И сегодня Вивиан у нас засыпает уже в своем новом, почти достроенном доме. Спокойной ночи. Всех с добрым утром! Я подняла Вивиан пораньше, чтобы она чуть-чуть поиграла. Мы уже съели один лук, только он ей особо не помог. И сейчас мы до 6 утра. Хотела сказать, что мы до 6 утра поспим и пойдем общаться с соседями, но чувствую, она сейчас до 6 утра будет чинить раковину. Вот, мы с ним хорошо общаемся, но мы не можем сейчас выйти с участка. Что еще хочешь есть? Могу тебе еще лука предложить? Конечно. Нет? Спать пойдешь? Хорошо, иди спать. Согласна, лучше поспать, чем есть лук. А мы тут с 6 утра в засаде. Караулим соседей. Да, я знаю, что ты хочешь кушать, но лучше это сделать на работе. Там вас хотя бы нормальной едой покормят. Ну, как нормальной? Относительно лука, конечно. В туалет, вот да, лучше надо сходить, не ждать работы. И смотрите, кто бежит. Бежит Гарри. У нас с ним наладились хорошие отношения. Так, Вивиан, прекращай сидеть там и читать книги. Иди, руки помыть.
Она руки не помыла. А зачем? Действительно, воду же нужно экономить. Ей сказали экономить воду. Она экономит. Есть, друзья. У нас второй уровень обаяния. И сейчас, наконец-то у меня появилось общение со значком очков, которые показывают как раз, что они будут нам прокачивать обаяние. И спасибо девушке. Она мне в комментариях под прошлыми эпизодами, она мне про обаяние рассказала больше, чем я смогла найти в интернете. Поэтому теперь, я думаю, у меня с этим навыком дело пойдет лучше. И плюс у нас еще и второй уровень теперь. В общем, все отлично. Давайте я проверю счета, а то меня как-то смущает, что у нас их до сих пор нет, но их так и нет. И тогда мы сейчас до 9 с ним пообщаемся, и потом Вивиан отправится на работу. Так, мы вернулись. Нам опять начислили 3 шестерки, хорошая зарплата, но нас не повысили, нам, потому что много не хватает, и плюс у нее начался жуткий дискомфорт. Поэтому я ей поставила нормальный режим работы. И, кстати, по правилам мы можем использовать только нормально работать или упорно работать. Больше ничего использовать не можем. И Вивиан настолько устала на работе, что идет сразу спать. Я думаю, я ей позволю сегодня нормально выспаться. Пусть она спит хоть до самого утра, и пусть она хоть немножко отдохнет от всего этого стресса, что с ней сейчас происходит. Поэтому давайте оставим ее немножко. А у меня тут небольшое включение, чтобы вы видели, чем я занимаюсь ночами. Когда Вивиан после работы сразу ложится спать, естественно, она где-то там в середине ночи, она высыпается, и поэтому дальше мы с ней вот ходим в туалет, немножко занимаемся на коврике, поэтому у нее гигиена падает сразу же. И вот сейчас мы повышаем досуг, сколько она сможет, потом она пойдет помыться в раковине и опять ляжет спать. То есть вот такими действиями я хочу, чтобы она на работу уходила с полной энергией, в хорошем настроении, и чтобы по возвращении у нее оставались силы вести хоть какую-то социальную жизнь. Не ложиться сразу спать, да, а общаться вот с соседями. В общем, я хочу ей изменить режим. Надеюсь, у меня это получится. А теперь точно спокойной ночи. Итак, среда. Мы ждем Вивиан. Да, нас повысили. Ура! А что, ты сразу пошла спать? Да ладно тебе, у тебя еще много энергии. Вивиан, вернись. И у нас выгорание. Но, кстати, я рада, что оно выстрелило именно сейчас, потому что оно длится где-то 2 дня, и мы за эти 2 дня постараемся подкачать ей и обаяние, и производительность. Поэтому, наверное, это даже лучший вариант для наступления выгорания. И давайте мы проверим счета. Опа-на! А вот и счета. Нам дали премию, смотрите, и нам сразу же принесли счета. За нами следят, да? Я даже повышению не успела порадоваться. Давайте посмотрим, какой у нас уровень. Так, у нас 5-й уровень. Так, Вивиан, спи нормально уже, если ты хочешь спать. Ой, у нас у брата день рождения, а мы не можем попасть. С днем рождения тебя, Джун. Я думаю, когда в следующий раз офицер будет пробегать мимо нас, Вивиан отдаст ему записочку с поздравлением для брата, чтобы он ее как-то передал ему в Виллоу Крик. Потому что у нее никакой телефонной связи с другими городами, ну и с родителями, да, к сожалению, нет. Так, и нам надо все-таки оплатить счета, как бы я ни возмущалась, но нам надо оплатить 95 симолеонов, а в бюджет города перечислить больше 2000. Прикольно. Я думаю, они специально так делают. Они ждут, когда люди получат больше денег.
Ой, Ванесса, подожди. Это у нас одна из близких нам подруг, поэтому давайте Вивиан сейчас пойдет пожалуется ей на счета, скажет, ну как такое может быть, они все время приходили в понедельник, а тут они их принесли в среду, когда у меня повышение, мне нужно отдать весь свой доход. А у нас, соответственно, по правилам, как только принесли счета, мы их сразу же должны оплатить и после этого обнулить баланс. Поэтому вот деньги 0, и мы отдали городу вот больше 2000 симолеонов. Так, смотрите, идет наш Гарри. Давайте с ним тоже поговорим. И мы с ним тоже пообщаемся. Вот мы сейчас до 11 будем с ним общаться. Я буду по максимуму выбирать действия вот с очками, которые поднимают обаяние. Единственное, мне кажется, у Вивиан вот при общении с Ванессой больше прокачивается обаяние, а она убежала. Как я и говорила, не все могут долго общаться с Вивиан, потому что Вивиан у нас одиночка, и у нее нет вот этих вот навыков социальной жизни. Ну, значит, продолжаем общаться с Гарри. И нам уже пора домой, потому что скоро начнется комендантский час, поэтому давай, Вивиан, беги домой, ты лучше что-нибудь дома почитаешь еще перед сном. И вы посмотрите на эту парочку. Он пошел за ней домой, сказал, ну, я тоже с тобой книжку почитаю. Хотя навряд ли он, конечно, пришел книжку читать, да? Вивиан, давай тогда мы с ним пошутим, обсудим интересы. Можешь еще пожаловаться на выгорание. И давайте посмотрим, что у нас с обаянием. 24%. Прекрасно, это прекрасно. У меня никогда еще так быстро не двигался этот навык. Еще раз шуточку сейчас скажем. Может быть, у нее у самой настроение поднимется, кстати. Поэтому продолжаем выполнять действия, повышающие обаяние, веселье. Так, а может быть, мы с ним немножко пофлиртуем? Гарри не просто же так, да, зашел к ней вечером, поэтому давайте мы его похвалим, его внешний вид и... Так, давайте посмотрим за ними. Нет, смотрите-ка, флирт не зашел. Поэтому надо его, может быть, отправлять уже домой. А Вивиан как раз у нас пойдет спать, да? Что скажешь? Нет, нормально все. Ну, давайте еще чуть-чуть тогда поговорим. И, кстати, нам по правилам нельзя спрашивать о карьере, потому что тогда я буду мужа, да, для нее выбирать с той карьерой, которая мне больше нравится. А для нас это должен быть такой сюрприз. Ой, они обнимаются. Никак не расстанутся, что ли? Поэтому давайте еще раз похвалим наряд. И давайте еще последний флирт какой, позаигрываем. А она уверенная стала. Нет, тогда ты никуда не уходи, потому что с этим качеством лучше прокачивается навык обаяния. Так, все, больше не уверенная. Ладно, я тебя поняла. Да, давайте тогда на сегодня все. Мы тебя провожаем. У нас был неплохой вечер, но мне уже пора на работу. И давайте пойдем помоем руки. А у нас нет воды. Хе-хе-хе. Кто-то совсем забыл, что нужно собирать воду. Да, вот тебе и сул-сул. Давай, ложись тогда спать. Больше нам с тобой делать нечего. Спокойной ночи. Так, я дождалась 6 утра. Отправляю Вивиан собирать воду и лук. У нас, кстати, опять солнечная погода. И давайте посмотрим по календарю. Завтра тоже солнечно. И в субботу солнечно. Ой, какой-то тут у меня праздник, надо его удалить. Вот, воскресенье. В воскресенье у нас может быть шанс половить рыбку. Нужно будет следить за погодой. А все остальные дни тоже солнечно. И получается, у нас заканчивается вот 3-я неделя, а у нас нет еще ни одной рыбки. Поэтому мы ждем сейчас Вивиан, когда она соберет воду и лук, потому что
Вот он наш любимый. А что, не хочешь? А, у нее же выгорание. Она даже лук не хочет собирать. Но тебе все равно его есть придется. Если не это, то тогда из коробочки. Хорошо, у нас в запасах был лук, поэтому она им перекусит. Так, и давай иди перед работой помой руки, и можешь потихонечку готовиться. У нас вернулась Вивиан, и посмотрите на ее показатели. Мы опять идем спать. Извините, но для Вивиан жизнь в этом городе становится вот все тяжелее и тяжелее. Она никак не адаптируется к жизни здесь, она быстро устает, она от всего расстраивается и никак не может ни с кем подружиться. А я пока не понимаю, как вытащить ее из этого состояния, поэтому она идет спать, друзья. День сурка продолжается. С утра Вивиан пошла на работу. Естественно, у нас ничего не повысилось. Мы все еще в стадии выгорания. И сейчас мы идем спать, потому что, видите, ничего поделать мы не можем. Поэтому вот такая у нас скучная и тяжелая 3-я неделя. Все жители этого города бегают, отдыхают, они как-то научились наслаждаться жизнью, а перед Вивиан поставлена сложная задача, что она, получается, даже не может расслабиться, она не может отпустить эту ситуацию, на работе трудится по максимуму, плюс у нее вот у братьев и сестер были дни рождения, мама ей звонит, а она не может ни поехать туда, ни поговорить с ними. Поэтому вот она выгорает, она несчастливая, и все, что ей доступно, это вот спрятаться от всех под одеяло и поспать. Поэтому, надеюсь, выходные, может быть, ей как-то помогут. Итак, у нас суббота, 5 утра. Мы вроде как выспались. Так, нам надо сначала помыться, да? Хорошо, давай, иди помыться. Я сегодня буду выполнять все твои желания. Вот все, что ты хочешь, то и будем делать. Смотрите, у нас ветреная погода. Если сейчас после 6 утра тоже будет ветрено, мы с вами побежим ловить рыбу. И может быть, Вивиан в первый раз нормально поест. Только вначале вот давай почитай чуть-чуть, чтобы досуг хотя бы поднялся. Все, 6 утра можешь идти к реке. И что вы думаете? Солнечно. Ой, давайте тогда хотя бы воду соберем. Вот, зря Вивиан бежала. Давай, иди домой. Ну, извини, пожалуйста, извини, это был наш шанс. Тогда, как всегда, едим луковицу и... Может быть, на десерт съедим шалфей? Так, помоем раковину давайте, сходим в туалет. Воды-то у нас принесла сегодня, поэтому можешь даже нормально помыться. Так, около нашей двери офицер, поэтому пойдем, давай пойдем, пожалуемся ему. В смысле пора? Все? А что заходил-то? Ну, ладно, пойдем, возвращаемся читать книги и ждать следующих знакомых. Так, Стелла. Может быть, Стелла от нас не сбежит? Сейчас Вивиан с ней тоже пообщается, пожалуется на сложности работы, скажет, что очень хочет помочь этому городу, но ей уже кажется, что она не справится. А Вивиан счастливая? Я тут жалуюсь, а вы посмотрите, она счастливая. Это первый раз такое за все 3 недели. Видимо, Стелла очень хорошо влияет на нее, она ее успокаивает. Они же вместе сюда приехали, вот после победы в конкурсе «Последний герой», и поэтому Вивиан с ней спокойно. Так, Вивиан, давай беги в туалет. А у нас 42% обаяния. Вивиан, только добеги до туалета, хорошо?
И Вивиан возвращается, Стелла очень хорошо на нее влияет, она ей скажет, что в этом городе не такая уж и плохая жизнь, просто нужно приспособиться, и жители здесь все очень добрые, они тебе всегда помогут. Если тебе что-то надобится, то можешь к любому обратиться, и тебе не откажут. Стелла говорит, мы не можем их бросить, мы должны им помочь. А к нам Гарри пришел. Гарри, смотрите. Вивиан, давай иди встречай. К тебе Гарри пришел. А дома никого нет. Приходите завтра. А нет, вон, бежит, торопится. Смотрите. Гарри, ты пришел. Я уже бегу. Ой, и Стелла вместе с ней идет. Стелла, нам тоже нужна. Так, отлично, со всеми будем болтать. А Стелла, походу, смотрите, она от нас уходит. Она, получается, пришла, увидела, что здесь Гарри, и такая, ой, а я не знала, что здесь будет кто-то еще, я тогда оставлю вас наедине, и потихонечку такая срулила домой. Вивиан, кстати, уже общалась с Гарри, и у них уже даже был флирт, поэтому сегодня, я думаю, Гарри не просто так пришел. Я думаю, он тоже будет флиртовать с Вивиан сегодня. Жаль, я не могу им управлять. Конечно, хотелось бы, чтобы все эти предложения, да, делал он, все эти действия. Но с другой стороны, Вивиан же у нас... одна сейчас, у нее парня нет, а тут рядом такой вроде ничего, красивый молодой человек, и у нее тоже могут проснуться к нему чувства. И давайте тогда дальше будем выполнять романтические действия. Они пусть обменяются номерами. Ну, знаете, номером пейджера, потому что у них же как таковой связи здесь нет. А вот 20 лет назад, когда произошла авария, у них тогда были пейджеры, и вот они до сих пор ими пользуются. Поэтому Вивиан спросит, есть ли у него пейджер, и он даст ей свой номер. Так, мы еще дружественные действия сделаем. Я не помню, мне кажется, я уже рассказывала, у Вивиан в подростковом возрасте был друг Циска, и он ее даже один раз приглашал на свидание, но у них это ни во что не переросло, потому что потом Вивиан вот забрали на отбор «Последний герой», она его выиграла, и вот она в глазботе. Поэтому Вивиан у нас не знает, как правильно строить отношения, как правильно флиртовать, поэтому она сейчас будет... будет дерзко заигрывать. Она где-то читала в книге, что мужчины любят, когда девушка активная, поэтому вот она может его спросить, а что ты обо мне думаешь? А я тебе нравлюсь? А ты мне тоже нравишься. Ты красивый и красиво одеваешься. И ты очень сильный. И, естественно, Гарри будет ошеломлен таким напором. Ему, я думаю, и так Вивиан нравится. А еще она тут сама проявляет инициативу. И давайте посмотрим, к чему нас это все приводит. 68%. Смотрите, прекрасно. Ой, а там был первый поцелуй. Ну что, делаем? Делаем? Давайте, все. Первый поцелуй Вивиан в ультра-экстремальном апокалипсисе. Что это? Еще? А это теперь, видимо, Гарри взял инициативу в свои руки. Ладно, уговорила. Давай сходим в туалет, а потом продолжим. А вы посмотрите на это. Она же сказала, что считает его сильным. И он такой, ну да, я всегда занимаюсь спортом. Это важная часть моей жизни. Тебе нравится? Так, а что случилось? Я что-то пропустила? Он стал какой-то раздражительный. Тебе, может быть, домой надо, а? Ну, если надо, ты иди. Зачем ты сердишься? Я вижу, вон там Стелла стоит. Чувствую, Вивиан сейчас побежит к ней просить совета и утешения. Да, Гарри пошел домой, а Вивиан, давайте, она подойдет к Стелле, спросит, что она могла сделать не так, что рассердила Гарри, она не понимает.
93%. А Гарри хорош в обаянии. Так, только под машину у меня не попадите здесь, ладно? Все, поздравьте нас, друзья. Мы заработали 3-й уровень обаяния. И сейчас мы сходим за водой перед сном. Соберем там лук. Собрала. И теперь беги домой. Как раз к 11 мы сейчас вернемся домой. Вивиан помоется, покушает и будет ложиться спать. На этом спокойной ночи. Друзья, у нас прямое включение. Смотрите, что происходит. У нас ветреная погода. И сейчас, как только наступит 6 утра, мы снова отправимся на рыбалку. Вивиан, конечно, не выспалась, она не успеет поесть или помыться, но пока есть такая возможность, мы бежим ловить рыбу. Мы добежали до реки, и вроде бы все еще ветрено. Теперь надо следить, чтобы погода не поменялась. И вот она, первая рыбка. Сейчас подождите, я пойду ящичек открою, куда ее сложить. Все, теперь у нас официально есть рыбка, и мы ее даже сегодня съедим. Вивиан у нас заслужила сегодня в воскресенье съесть рыбку. И пока у нас облачно, я оставлю ее еще порыбачить. Итак, я не знаю, с чего начать. Моя пришла с рыбалки. Было еще ветрено, но она уже больше не могла рыбачить. Она проголодалась, хотела спать, поэтому она вернулась домой. Мы ее сейчас положим спать. Рыбок Вивиан наловила очень много, поэтому сейчас мы их посадим в аквариум. И еще у нас вот здесь вот лежат еще 2 золотых. Вот еще осталась одна. Можно для нее еще 1 аквариум будет купить. И все, друзья. Давайте тогда строить. Пока Вивиан спит, мы потратим наши денежки. И потратим мы их в первую очередь, конечно же, на стену. Сюда нам нужно добавить обои и добавить пол. Так. Поставим окна. Это будут такие же окна, как и у всех соседей. У нас дома, напомню, однотипные. Так, книжки надо поближе перевесить к ее кровати. И смотрите, нашла вот такие красивые полочки, в которые отлично входят аквариумы. Поэтому мы сейчас сделаем вот так. И уже в них или на них мы сейчас будем ставить аквариумы. И мы купим еще один. И еще один. И сюда же можно даже светильник поставить. Мне нравится. И так как у нас теперь есть рыбка, и мы можем ее готовить, поэтому давайте сделаем плитку в нашей мини-кухне. Ну, соответственно, на стену и на пол сделаем. И у нас еще 814 симулеонов. На нижний этаж мне не хватит, поэтому давайте купим ей кухонный стол. Поставим к нему такие же стульчики, как у нас у шахмат. Так, и раз у меня остались еще деньги, я добавлю вот маленькое окошко для проветривания в туалет, и чтобы туда вот больше света попадало. И что я хотела сказать важного, да, это то, что в моем первом эпизоде я заработала, оказывается, 2 пенальти. Спасибо вам, спасибо, что обращаете на это внимание. Так вот, оказывается, мы когда строим дом, у нас все предметы должны быть под крышей. А для крыши мне нужно было поставить минимум 4 стены, а у меня было только 2. Поэтому за это мне пенальти. И второй пенальти вот за эту коробку, потому что она не самого плохого качества, как оказалось, а по правилам мы должны брать предметы только самого плохого качества. Я это не проверила. Вот, видите, у нее есть уровень обстановки. А вот, например, у другого сундука такой обстановки нет, поэтому моя коробка считается лучшего качества, а такое использовать в апике нельзя.
Поэтому мне пенальти, и я меняю коробку. Я возьму вот эту маленькую, потому что только в нее помещаются предметы вот эти вот после ремонта, которые остаются. И смотрите, смотрите, насколько она меньше. Моя коробка, конечно, здесь лучше смотрится, но, надеюсь, я опять ничего не нарушаю. И сейчас я переложу все вещички сюда. Так, ну вот, получилось как-то так. Эту коробку мы продать по правилам не можем. Я могу ее только положить в багаж. Отправляем ее в багаж. И у нас осталось еще 219 миллионов. Я их, наверное, потрачу на свет. Ну вот так у нас как-то с вами получилось. И сейчас будет еще одно важное объявление. Итак, второе объявление, что я вам хотела предложить. У нас же Вивиан заселилась в этот город как новобранец, но до нее, вот там 20 лет назад, когда произошел этот взрыв, сюда тоже привозили других жителей из большого мира с надеждой, что они также закроют карьеру и спасут этот город. Но пока что никто не смог закрыть, и, возможно, Вивиан тоже не закроет. Поэтому, опять же, спасибо за идею в комментариях. Мне прям очень понравилось, я ей загорелась. И смысл этой идеи в том, что через 20 лет в этот город заедут новые герои. И этими героями могут быть ваши персонажи. Поэтому, если вы хотите, то вы можете создать персонажа для моего апика, и я его заселю в этот городок. И из того, как я могу предложить это реализовать, это разместить персонажей в галерее с хэштегом моего канала Riri Miss Sims. Но я возьму максимум, наверное, 3 персонажей, но такую практику мы можем повторять каждое поколение, например. По сроку давайте, наверное, ориентироваться на какой там 9-10 января. Все, теперь все объявления у меня на этом закончились, и давайте по традиции посмотрим календарь. Итак, это у нас с вами закончилась 3-я неделя. На ней мы получили повышение в карьере до 5-го уровня. Надеюсь, следующая неделя будет поактивнее. А на этом теперь все. Пока-пока. Спасибо за просмотр.